Так, добрый день. Вот я смотрю вашу бурную переписку. Так, вот ваш друг Александр Ефимович. Так, так, Ирина Корякина, Хароль. Уже нет. Ага. Так, солнечная морозная Одесса. Да, всех тоже приветствуем. Синевка, Беларусь. Всех приветствую, Алекс. Завтра я в офисе читаю лекцию в 12. В расписании изменения. Внесли их сегодня утром, потому что завтра вечером я улетаю в... Ага. Я улетаю в Абакан. Абакан, Кызыл. Ага. А то две камеры. Хорошо, буду рад с вами повидаться. Итак, я вас всех приветствую. У меня продолжается какой-то такой марафон. 14 дней подряд лекции. Это включая выездные. Как-то это я поднапрягся. Но надо. И я хочу начать вот с чего. Я вчера приехал из Калуги, а перед лекцией поднимаюсь на 3-й этаж, ждем, когда зал откроют, и стоит женщина с палочкой. Я говорю, а что палочка? Она говорит, рассеянный склероз. Я говорю, это серьезно, но хочу вас обрадовать. Есть отзывы с томограммами, которые все это подтверждают, что если правильно, грамотно пользоваться, то возможно... Смотрите, как я говорю, возможно, никто никому никаких гарантий давать не может. И вы это учитываете, когда людям рассказываете про корректоры. Вот, вас уже почти 100 человек, и надеюсь, вы меня все слышите. Я и говорю, у меня есть отзывы, подтвержденные томограммами, что идет процесс миелинизации оболочек нервных. И вот эти вот, которые в мозгу, уходят. Да что говорить, вот давайте, пройдитесь. И говорю, от лестницы до двери. Ну, она делает 3-4 шага туда, обратно. Ну, кто не знает, рассеянный склероз – это серьезное заболевание. Разрушаются оболочки нервов, так называемые миелиновые оболочки. Прошлась, но с трудом. Я ей даю в руку 10-очку, здоровые суставы. Говорю, еще раз пройдитесь. Она прошлась, и у нее спинка другая. Она выпрямилась, она идет лучше. Возвращается, я говорю, ну как, говорит, лучше. То есть, кто не понял, за секунды лучше. Вы понимаете? За секунды. И я ей говорю, ну, вы же все про болезнь знаете. Говорит, да. Причина неизвестна. Ну, версии либо паразиты, либо психоэнергетическое воздействие. Корректоры, говорю, 1-2 от паразитов, 14-16 от психоэнергетического воздействия. Или мама перед лекцией подходит. У ребенка вырабатывается очень много гистамина. Ну, короче, иммунитет взбесился и поедает организм. Ребенку 5 месяцев. Я и говорю, ну, вообще, корректоры улучшают иммунитет. Вот Надежда волнуется. Ответим Надежде. А, уже ответили Надежде. Спасибо. Ну, слушайте. Ну, серьезная вещь. То есть, если одна форма, то надо ждать, пока вырастет. А если другая нехорошая форма, то может и помереть дитё. У нее от волнения молоко пропало. И я связался. Огромное спасибо Людмиле Ивановне Радьковой, соавтору доклада про иммунитет. Изумительный доклад. Вот изучайте классику, что называется. А что, это сначала в 12:15? 12:15, да? Татьяна, начало в 12 ровно, вот мне подсказывают. И начали вообще мы в 12:04, если мне не изменяет память. Ага. Так вот. И она ее проконсультировала. То есть, что я хочу сказать вам всем? Ну, я хочу вас всех поздравить, что существуют корректоры, что существует компания Центр Регион. Я хочу сказать слова огромной благодарности создателям этой компании.
Меркулову Алексею Станиславовичу, Баранову Владимиру Анатольевичу и Кольцову Сергею Валентиновичу. Потому что мое общение с людьми в городах, в Москве, а я посчитал, это более 130 городов. И лекции читаю без перерыва, без отпусков и выходных 4 года, 4 месяца и 4 дня. И это столько спасенных жизней, это столько судеб исправленных, вы даже не представляете. Это столько счастья и радости корректоры принесли. Но я вам скажу еще одну вещь, помимо здоровья. И это, я думаю, даст такой мощный импульс развитию компании. Фантастический импульс. Как только до людей массово это дойдет, собственно, вы это на себе уже испытывали. Но я вам сейчас скажу то, что я вижу. Смотрите. Идя навстречу 8 марта, я сделал почин. Вот люди постарше, да, спасибо. Люди постарше помнят это слово почин. Ну, я уже имею в виду не великий почин с бревном, а я имею в виду почины, которые в бытность мою 30 лет назад помоложе, хотя корректоры, я думаю, меня туда и вернули, все время были какие-то почины. Например, малыми силами большие объемы. Выдвигал директор института, где я работал, он был член бюро обкома партии, ответственный за сельское хозяйство. И мы 40 дней без выходных. Вот откуда у меня привычка работать без выходных и без отдыха. Косили с 5 утра до 11 вечера, тюковали, то есть тюки собирали, складывали, перевозили. Сено собирали. Я выдвинул свой почин на встречу 8 марта. Всем новеньким, кто приходил ко мне на лекцию, женщинам, я давал возможность с помощью семерочки, а кому везло, то есть с помощью фактора красоты, посмотреть на себе, как работают корректоры. И когда меня критиковали, что махать тяжело, я создал прибор Видер. Вы его знаете, вот он. И я давал возможность каждой женщине 5 минут одну сторону, потом я давал зеркальце. Ну, такого комплимента я еще не получал. Я благодарен Ханне из Минска. Это надо запомнить. Спасибо, что немалое. Так вот, 5 минут, слышите, 5 минут. И я давал зеркальце, и женщина смотрела новенькая, что происходит. И потом вторую сторону 5 минут. И тут сбунтовались, ну, я их называю старенькие, хотя они обижаются. Поэтому я их называю опытные. То есть те, у кого корректоры есть. Здравствуйте, Анна Анкара, здравствуйте. И они стали говорить, а чем мы хуже? Мы тоже хотим омолаживаться. Я говорю, у вас же есть корректоры, какие вопросы? Люди в первый раз пришли. А потом подумал, ну ведь в самом деле, ну что за дела? Человек пришел и видит, как у него на глазах кто-то омолаживается, а он нет. И я стал давать всем женщинам, почин-то к 8 марта, кто приходил ко мне на лекцию, возможность с помощью семерочки, и кому, повторяю, повезет, фактора красоты, омолаживаться. И тут сбунтовались мужики, что меня поразило. А мы чем хуже? Я говорю, ребята, вы что, это же 8 марта, а не 23 февраля. Мы тоже хотим. И когда у меня на глазах 70-летний дедушка превратился в 50-летнего яркой красоты мужика, вот черты лица просто, знаете, орлиные, я стал давать всем, вообще всем, женщинам, мужчинам. 5 минут одна сторона, зеркальце, 5 минут другая сторона, зеркальце. Кончилось 8 марта, и тут взбунтовались все. Они стали говорить, ну и что кончилось, мы хотим. Ну, я подумал и выдвинул новый почин. То есть, почин точно такой же, но уже навстречу 8 марта 2014 года. И вот на каждой лекции я стал давать всем, вообще всем, возможность за 10 минут омолодиться. И я увидел качественный перелом в ситуации продвижения корректора. Ну, как бы это помягче сказать, у меня большой мужской жизненный опыт. И я разбираюсь, поверьте мне, в женщинах и в женской красоте.
И вдруг я увидел, что все женщины, которые поработали семерочкой, они не просто стали красивее. Это не тот уровень. У них стала такая острая красота, острая, яркая. То есть то, что мужчин не просто цепляет. Вы понимаете? Ведь не просто ж так мисс Вселенную выбирают. Это же отбор. Вы понимаете? И вдруг все, то есть что делают корректоры? Вот этот поток энергии, вот этот поток информационных образов, регенерация омоложения кожи, подтяжка кожи, питание кожи. Да уже достаточно одну минутку поводил, и пальчиком тут, и пальчиком тут. И у них в глазах округляются они, и они видят, что кожа как будто после косметического салона. Так это же за минуту, 2-3, я уже не говорю про 5. Она упругая, она бархатная, она гладенькая. Короче, этот метод продвижения корректоров на сегодня я считаю идеальный. Дать женщине, да пожалуйста и мужчине, за 5 минут увидеть, как половина лица на 10-15 лет возвращается в юность. Повторяю, это не просто получше выглядеть, да? Это именно вдруг проступает красота. Вот такая вот наотмашь рубящая женская красота. Какое я стал получать удовольствие от лекций, вы даже не представляете. В Англии давным-давно было исследование, которое показало, когда мужчина смотрит на красивую женщину, у него выделяются в кровь вещества эндорфины, вещества, которые вызывают удовольствие и наслаждение. То же самое, если женщина смотрит на красивого мужчину. Так вот, мало того, что я стал удовольствие получать, я же стал смотреть, как женщины друг на друга смотрят. И они понимают, что это и с ними. В зеркальце-то маленькое. То есть, ну видно, да, бровка вверх, глазик расширился, стал ярким, белок просто аж белый, блестит. А глаз другой, глаз, вы понимаете, вот это вот сравнение, через 5 минут один глаз и другой, это потрясает. Морщины исчезают, тут подтягивается, носогубная складка уходит, уголок рта вверх, и тут подтягивается. И красота. Красота. Все расскажу. Полина, здравствуйте. У сына болит горло, помашите корректорами около горла. Лучше домиком из любых. Домик любой. То есть, что я вам хочу сказать? Я вас с этим тоже поздравляю. С тем, что существует такая великолепная компания, и с тем, что существует. Вот вы поймите, про косточку не каждый же скажет. Про сустав большого пальца. Про опухоль, конечно, стесняются говорить. Про зрение человек будет напротив вас стоять в очках сидеть и будет убеждать вас, что он прекрасно видит. А красивой хочет быть каждая. И каждый, как оказалось. Да на здоровье, на здоровье. Итак, сегодня в наших планах я вам буду демонстрировать действие коктейля Аксельрода. Ну, напоминаю, что такое коктейль Аксельрода, кто не был на прошлой лекции. Это воздействие на лицо, шею, декольте. Не забывайте об этом, дамы. Следующим набором фактор красоты, 7, 9 и 15. Но сейчас я отвечу Николаю из Гродно, как правильно делать домик. Вы берете 3 корректора, соединяете их резиночкой, лучше 2. Берете 1 и 2 корректора. Видите, 1 и 2. Потом 2 наклоняете. 1 упираете и 2 распираете. Все, это домик. Теперь по поводу правильно-неправильно. Вот все вот так поставьте ладошки, я вам сейчас покажу, что такое правильный, что такое неправильный домик. Вот смотрите. Вот я сделал произвольным образом корректор, не думая, правильно он или неправильно. Вот я вам демонстрирую его воздействие. Вот держите ладошку, я тоже держу.
Вот вы все сейчас чувствуете, я надеюсь. Ну, кто не чувствует, к утру чувствуют все, вы не волнуйтесь. Вы чувствуете какой-то силы воздействия. Теперь я беру и одну из трех пластин, любую, переворачиваю на 180 градусов. И опять. Вот теперь напишите, когда было сильнее, в первый раз или во второй. Все, кто почувствовал, напишите, когда сильнее, в первый раз или во второй. И вы сейчас все увидите ответы. Вот что значит правильно, неправильно. У меня тоже в первый раз. То есть, что я хочу сказать вам. Вы берете 3 любых корректора. Делаете произвольный домик. А чтобы не думать, говорит Сергей Валентинович, правильно или неправильно, повоздействовали одним домиком, потом взяли любую пластину, вытащили, перевернули и еще раз повоздействовали другим. И Сергей Валентинович говорит, если домик был правильный, он станет неправильный, если он был неправильный, он станет правильный, но по-любому один из двух домиков правильный, а от неправильного уж точно никакого вреда не будет. Более того, по своему опыту я могу добавить. Более 4 лет я на лекциях воздействую домиками, а лекции, напомню, у меня 2-3 в Москве и 2-3 на выезде еженедельно. Даже когда был перерыв на 2 месяца и компания не посылала лекторов, я ездил по приглашению с такой же интенсивностью. Вот что касается домиков. Они все работают. То есть я когда домик делал, я не смотрел. И каждый раз люди получали результаты. Каждый раз. Что это значит? Это значит, что в половине случаев домики были правильные, в половине неправильные. Но работают все. Дело в том, что те, кто видят на тонком плане, они объясняют, вокруг правильного домика золотистый шар энергии диаметром 1,5 метра. Вокруг неправильного домика тоже золотистый шар энергии диаметром полметра. Но все равно идет, вы понимаете, причем плотность энергии выше у неправильного домика. И Сергей Валентинович говорит, что правильный домик на порядке мощнее неправильного. Ну, кто не знает, Сергей Валентинович гений, он говорит как гений, то есть, как это сказать, помягче, ну, с преувеличением небольшим, вот, с небольшим. То есть, ну, возможно и на порядке, но от неправильных домиков абсолютно такое же воздействие может чуть медленнее. Это я говорю практику, огромную практику. Так, по поводу сестры маленькое образование на верхнем веке правого глаза в виде ячменя. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Дарья, вот я всегда своих детей учу. Знаешь, говори, знаю. Не знаешь, говори, не знаю. Ну, как я вам могу подсказать, что это может быть? Во-первых, я не врач, я просто шибко умный. Кстати, видно, что я шибко умный? Ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос. Поэтому я вам хочу напомнить, Дарья, слова Сергея Валентиновича Кольцова, который не устает повторять на каждом своем выступлении. Корректоры функционального состояния медицину не заменяют, они ее дополняют. Все услышали? Дополняют. Дополняют. Поэтому все только с врачами. Ну, как это, у сестры на веке что-то там выскочило? К врачу сходите. Он вам скажет, что это может быть. Тут часто мне начинают врачей ругать, они такие-сякие. Запомните все. Врачи люди, а люди разные. Разные. Вот смотрите, вы мне пишете «видно», а в Одессе, моей любимой, когда я задал вопрос «видно», вдруг такая тишина в зале, чей-то голос. А надо? Да. Да. Так вот. Тамара, сувениры не надо, и так все хорошо. Консультация, подойдете во время лекции и спросите. Кстати,
Внимание, у меня телеконференция, ой, как хорошо, что я вспомнил. Ну, столько от Ханны комплиментов. Приду домой и скажу жене, что я хитренькая, прихитренькая, большая советская энциклопедия. Так вот. Ух ты, извините, не выключил. Одну секундочку. Алексей, сейчас телеконференция, я вам перезвоню после. Так, все, выключил. Я вам сегодня такое покажу. 4 вращающихся золотые пирамиды. 4. Ой, как хорошо, что есть корректоры, даже не представляете. Но мы продолжаем. Так вот, по поводу того, что на глазу у сестры. Ну, у вас же есть, Дарья, корректоры. Возьмите, сделайте домик из любых. Ну, что из любых? Лучше, конечно, если какие-то опухоли любой природы. Домик из 1, 2, 5. Если 4 синих, лучше на единичке домик из любых, в прямом смысле. Если зеленые, просто любые. Но опять-таки помощнее у нас последние 3 зеленых. И если сиреневые, то 15, 14, 15, 16, либо на 15 домик из любых. И помашите. Я потом буду вам воздействовать. То, что я назвал коктейль Аксельрода, можете сестру к экрану. Так вот, я начал говорить, что у меня телеконференция будет в субботу, не в воскресенье. Давайте я вам это напишу. То есть моя следующая, чтобы вы не подумали. Следующая. Субботу. То есть в расписании это есть. Ну, это же надо, написал Аксельрод АУ. Ну, АГ. Так. Итак, ну, сейчас будут определенные изменения в расписаниях. Тоже следите за сайтом компании. Хорошо, скажу, все скажу. Значит, Валентина, пусть пьет как можно воды, ну, единичка, единичка. Пусть пьет как можно больше воды, и пусть помашет единичкой. Причем, я думаю, либо сразу идет нарыв, либо прорвет и забудет. Вот очень мощно прикладывать и можно, и нужно, но если импульсно-динамически помахать, да, то должно гораздо быстрее пройти. Так, чистый взгляд, конечно, можно и в прокачках, и с водой, без вопросов. Значит, Анна, при повышенном давлении я даю воды выпить, только сейчас уже понял, надо побольше давать воды выпить, обработанной любым корректором. И вот смотрите, вот так девяточкой, горловая чакра, минутки уже достаточно, чтобы давление нормализовывалось, и повышенное, и пониженное. Ага. Ага, наверное, я обещал в прошлый раз, судя по вопросу. Вот дома все лежит. Забыл. Забыл. Хотя, Александр, можно вас попросить взять на складе 3 корректора. Исцеление, природный антибиотик и живая вода. Будьте добры. Да, вот мне сейчас любезно Александр поможет, и мы вам продемонстрируем. Да.
Спасибо. Так, Наталья уточняет. Так, сейчас все пейте воды побольше. И еще, пока не идите пить. Я вам еще одну поразительную сейчас вещь скажу. Значит, Валентина, если вы демонстрируете работу корректора, то, что я сейчас буду делать, тут важна именно вода. С какого пьете? Ну, проще технологически. Какой в руках держишь, тем я и обрабатываю. Но вы выпейте с того, какой есть под рукой. Теперь, я вам сейчас расскажу поразительную вещь. Вот я читал 2 лекции в Питере. Ага, что-то Магда такое серьезное написала. Магда, правильно я понял, что если мне задают вопросы как-то меньше скорость, как-то, наверное, это не так. Ну ладно, смотрите, в Питере поразительная новость, поразительная новость. Сейчас я вас хочу всех порадовать. Я вам уже рассказывал, что я регулярно имею счастье общаться в Питере с уникальным человеком. Это гений в своей области, то есть она руками творит чудеса. И сказать, что она делает массаж, это сказать, что Леонардо да Винчи рисовал картинки. Да? То есть у нее такая энергетика, она такие чудеса творит ручками. Массаж у нее вообще-то длится 4-4,5 часа. То есть она полностью работает совсем, скажем так. Вообще совсем. И я рассказывал, как у нее после написания, кстати, молодец, Валерий, правильно, я для этого и сделал, чтобы люди пользовались, молодцы. Делайте, пользуйтесь. Эффект, конечно, поразительный. Это такой способ продвижения. Вот Валерий меня порадовал. Итак. Хорошо. Вот что имелось в виду. Да, вы можете обрабатывать сейчас воду. Возьмите 3 емкости, да. Возьмите воду в 3 емкостях. И мы обработаем исцелением, мы обработаем живой водой и природным антибиотиком, то бишь мертвой водой. Хана, ну это даже не смешно. Это настолько распространенная штучка. Для DVD R300 CA 1, 2, 3, 5, 0. Какие вопросы? На 3 вольта. Или просто скажите моторчик для 9 на 3 вольта. Ну, может в Минске с этим как-то, да? Не знаю. Значит, журавлик, я всегда на вопросы отвечаю, можно ли помочь, отвечаю честно, не знаю. Но, у меня есть отзывы по эпилепсии, у меня есть отзывы по парализованным. Лежачий ничего не чувствует, не разговаривает. Ну, вообще это похоже на кому. Есть 20 отзывов по комам. Причем, как правило, комы вообще не корректорами воздействуют, а на расстоянии через фотографию. Поэтому, что я вам порекомендую, журавлик, если есть, конечно, такая возможность, то есть по максимуму, берете в одну руку 14-ю, в одну руку 16-ю, сюда домик, хоть сиреневый, хоть зеленый, и сюда домик, хоть сиреневый. Огромное спасибо. Спасибо. Вот 3 корректора. Исцеление, живая вода и природный антибиотик. Чуть позже мы начнем. Так, все готовьте воду. Повторяю, 3 емкости с водой. Хотите чашку, 3 чашки, хотите 3 бутылки, хотите 3. Неважно. Сейчас скажу про ВИЧ. Секундочку, дайте с эпилепсией разобраться. Повторяю, вы берете 14-ю, вы берете 16-ю, вы прикладываете к этим пластинам домики, хоть сиреневые, хоть зеленые. Делаете очень простую вещь. С этой женщиной, которая не отвечает, у которой и то, и то, и то.
Вы только воды влейте в нее как-нибудь. Вот. Сделали. 8 корректоров. Это в идеале, можно и меньше. И вот такими движениями с ее телом работайте. Над головой, над спиной, над ногами. Делайте. Дайте энергии. Ну, посмотрите. Потому что и по эпилепсии есть, и по параличам церебральным. Такую вещь делать. Двумя корректорами вот так прикладываете к телу. Просто прикладываете к телу. То есть вот так. То есть от головы по точкам вниз до пальцев ног, по каналам, по спине, по рукам, сверху вниз. Корректорами. Попробуйте, потом напишите. Теперь смотрите, по поводу ВИЧ. Часто спрашивают и несколько раз говорили, что помогло. Никто не писал отзыв с телефоном. Пока наконец-то в Одессе, в мой позапрошлый приезд туда, мне написала женщина с телефоном отзыв про брата. От корректоров ему помогло, сняли диагноз. То есть надежда есть, все, что я могу сказать, Тамара Павлоград. Пробовать надо. Но то, что ему станет гораздо легче жить, это же иммунитет, вы понимаете? Сразу вот сходу можно рекомендовать здоровое поколение, то, что усиливает иммунитет. Первую, вторую от паразитов. Мужскую обязательно, обязательно мужской берет. Ну и 14-16, потому что если причина ВИЧ психоэнергетическое воздействие, ну вы же по человеку, журавлику, видите, что с ним будет происходить. И воды давайте как можно больше. Как можно больше. Обработанной любым. Ну, любым. Лучше 16. 14 вот так. Итак, я вам никак не договорю про Питер. Значит, повторяю, что произошло с этим человеком. Она написала, то есть я обучил ее, как увеличивать вероятность наступления событий, и она сделала эту технологию, где она написала: благодарю Всевышнего и Вселенную за то, что отключились процессы старения, благодарю Всевышнего и Вселенного за то, что включились процессы омоложения, и через 1,5 дня у нее отключилась энергетика. А вот она шла и медленно осела. Причем, говорит, сознание я не потеряла, все ощущаю, понимаю, что это не инсульт, но, понимаете, вижу, кожа висит, кости, мышцы, а энергетических центров нет, вообще нет. Полностью отключена энергетика. Она попыталась дотянуться до корректоров, не смогла. Пальцы ноги подвернулись, вот так вот полностью вывернулись. И где-то через несколько часов все-таки до корректоров дотянулась. Ей стало гораздо лучше. А потом начался процесс включения энергетики. Очень болезненный. То есть вот точки на периферии в руках-ногах, как болезненный укол. А центральные точки, говорит, просто как мощный удар копья. И такое недели 2 происходило. Так вот, когда она вечером померила температуру, когда в тот день, когда это произошло, не заряженной воды. Валентина, мы же сейчас будем воздействовать живой водой, мертвой водой и исцелением. Так вот, когда она померила температуру, термометр ничего не показал. Слышите? Термометр ничего не показал. По моему совету она купила электронный, когда я был предпоследний раз. И вот в последний раз она мне рассказала, какие замеры. 33. Один раз в день повышается до 36,1. Это когда максимальная активность канала желчного пузыря. То есть вот такие вот колебания, и постоянно вот
в районе 33-34. Она, честно говоря, была, как это сказать, немножко встревожена, не вредно ли это. Давление у нее нормальное, чувствует себя хорошо, работает также много интенсивно. То есть никак. И она попросила меня посмотреть, что значит пониженная температура. Я исходу сказал, что это прекрасно, что то, что она написала, с ней произошло, потому что все эксперименты, когда снижают температуру, продлевают жизнь. Меняются процессы энергетические в организме, и вместо горения, да, огня идет тление. То есть все идет по-другому. И говорю, так это мало того, это вот представьте, дерево не горит, а дерево пережигают на уголь. То есть еще больше энергии получает человек. То есть абсолютно по-другому работает организм. Ну, это я вам уже рассказывал. Что я вам сейчас хочу сказать. Когда я был у нее последний раз, на прошлой неделе, или на этой, я ее попросил при мне померить температуру, было там 31, 33,1, по-моему, или 3. Причем она так изменилась. Вот энергетически она подтянулась, а физически постройнела, похудела, и другой стала, более такой собранной, что ли, энергетически. Вот у меня сразу такой образ всплыл. Я видел альбом «Искусство Индии», и там были фотографии храмов. И вот храмы более поздние, они такие вычурные, там такая ажурная резьба по камню, причем это храмы, которые высекались в скалах. А самые первые такие строгие, такие мощные. Собранность энергетическая. Я к чему вам все это говорю? Я вам не просто это так говорю. Я беру этот электронный термометр, меряю температуру, и оказывается, что у меня 35 и, чтобы не соврать, 35,1. Слышите? 35,1. Причем я чувствую нормально. Я езжу, я читаю лекции, и я после этого стал мерять. Да, повышается ненадолго, а в районе 35. Я к чему? Сейчас все дружно встали, пошли, взяли термометр, меряем температуру и пишем. Думаю, что у тех, кто пользуется корректорами, идет потихонечку перестраиваться энергетика. Так самое приятное я вам хочу сказать. Для вас, для себя и для нее. Тут уже я залез в интернет и стал смотреть, что ученые пишут про понижение температуры. И оказались поразительные вещи. Снижение температуры на 1 градус продлевает жизнь вдвое. Все услышали? Вдвое. И она мне показала свой новый постулат, который она запустила. Новый постулат. Новый постулат. Ну, тут уже, как бы это помягче сказать, о, вот первый замер, 35,7. Клавдия, поздравляю. Вы изменили энергетику и, согласно исследованию ученых, должна увеличиться продолжительность жизни. Новый постулат. Значит, здесь уже немножечко, скажем так, вот, используется информация, полученная. Есть такой автор Ли Кэрролл. Отлично, отлично. Ну что, ребята, я вас всех поздравляю. Отлично. Вот это и есть корректоры. Вот это и есть омоложение.
Так, ну, просьба тем, у кого не 35, писать, сколько они корректорами пользуются. Ну, я вам все равно прочту, потому что очень важная информация. Татьяна, ну, конечно, я заряжу воду. Что же вы так нетерпеливо? Более того, я вам продемонстрирую коктейль Аксельрода. И все вы станете не просто... Смотрите, что мы все с вами видим. Угу, 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 угу. Отлично. Отлично. Вот я так и предполагал, что это сегодня увижу. Ну, во-первых, я вам всем благодарен. Кстати, вам тоже интересно. Ну, вот читаю последнее. Давайте. Отлично. Отлично. Вот что такое корректоры. Вы понимаете? Вот что такое корректоры, люди. Прям душа радует. Итак, читаю. Вот. Ну-ка, умная камера, фокусируйся. Ага. Итак. Отлично. Отлично. Вот, вот вам гений Кольцова. Вы понимаете? Итак. Мы, клеточки и душа, дальше идет фамилия, имя, отчество, благодарим Всевышнего и всю Вселенную, весь свет жизни, за включение команд процесса жизни. Клеточки и душа, фамилия, имя, отчество, благодарим Всевышнего, всю Вселенную, весь свет вокруг нас за поддержку, за радостный переход на новый, более мощный энергетический уровень жизни сейчас. Ага. Галина, пришлите мне этот отзыв на почту. Ага. Клеточки и душа, фамилия, имя, отчество. А нет. Мы, клеточки и душа, имя, фамилия, отчество, благодарим Всевышнего и Вселенную, всю Вселенную за весь свет вокруг нас, за перевод питания только добром, любовью Всевышнего из самой глубины нашего сердца сейчас. Мы, клеточки и душа, фамилия, имя, отчество, Всевышнего, благодарим Всевышнего, всю Вселенную, весь свет, свет вокруг нас за получение питания везде, где мы дышим, пьем воду сейчас. 17 марта. Да будет так. Оленька, ну, конечно, будет вероятность увеличения событий. Вы, наверное, не расслышали, я сказал, что я вам покажу 4 вращающиеся золотые. Не успели. Вон вы как хотите, не успели. Записать. Пишите на почту, я вам вышлю этот текст. Итак, обещанная обработка воды. Мы сейчас берем и обрабатываем по очереди природный антибиотик, живая вода и исцеление.
Так, начнем с исцеления. Единственная просьба, вы когда воду обработаете, вы ее хотя бы за метр от другой воды. Потому что, кто не помнит, вода, обработанная корректором, все равно, что корректор по воздействию. У меня первый отзыв по Альцгеймера: давали воду в 3-литровых баллонах, обработанную корректорами. Любовь, ну, к врачам, во-первых, надо. А во-вторых, домиком помашите над легкими. Итак, вот смотрите, пошло исцеление. Вам нужно воду к экрану. А пока будем общаться. Итак, идет воздействие других емкостей. Итак, каждую. Тамара, да, будет записана и та информация, и эта. Ну, ничего страшного. Хотите чистый эксперимент, уберите корректор с провода компьютера. Итак, мы продолжаем. Вот смотрите. Мы сейчас увидели, что у абсолютного большинства, кто пользуется корректорами, пошли мощнейшие процессы омоложения, изменения энергетики, снижения температуры. Мы договорились ставить эксперименты с едой. С едой. Почему? Потому что вот это вот изменение энергетики, когда это же надо меньше дров для жизни. Вы понимаете? То есть поразительные, конечно, вещи происходят. Вот что такое корректоры. С гордостью повторяю я. И вы молодцы, что вы их продвигаете. Так. Ну что, я думаю, хотите, чтобы быстрее, поболтайте в воде ложечкой. Ну, пальчиком это лишнее, конечно. Ну что же вы это самое? Хорошо, я вам еще раз прочту. Вы учтите, что те, кто вывешивает текст, то есть запись, там же этот текст будет. Галина, нет, я ничего специально не делал, я просто померил температуру. И оказалось, что просто использование корректоров вот так вот омолаживает. Так, все поняли, что температура на градус ниже увеличивает продолжительность жизни в эксперименте на животных вдвое. Замедляются все. С исцелением, я думаю, достаточно. Теперь, что вам нужно сделать? Отпейте чуть-чуть из исцеления и отпейте чуть-чуть из еще не обработанной воды. И посмотрите, что будет. И напишите. А мы движемся дальше. Вот мы посмотрели исцеление. Опять зависает. Ты посмотри. Будем подальше держать. Берем следующую. Есть разница. Значит, обработали. Да, вот я сейчас пью. Помнит, это озеро в районе города Самары с уникальной целебной водой. Теперь у нас
живая вода пойдет. Значит, отставьте на метр воду, обработанную исцелением. Я буду подальше, хорошо. Я буду подальше. Итак, живая вода. Еще дальше. Так. Хорошо. Вот живая вода пошла. Люди, вы вообще-то знаете, что сейчас есть возможность купить и живую воду, и природный антибиотик? Насколько я помню, до конца марта. Вы что, пользуетесь такой возможностью? Пользуйтесь. Они-то идут по акциям, а тут компания пошла навстречу пожеланиям трудящихся. Значит, Павел, специально проверяли, что в корпусе, что без корпуса. Вот это и есть вода, обработанная исцелением. Итак, просто без корпуса я снимаю, ну, теоретически весь год стоит. Теоретически весь год. Вот Наталья подсказывает, можно и бесплатно получить. Подпишите 2 во второй бинар, и вам исцеление дарят. Клавдия, ну конечно, конечно. Вообще запомните, все эксперименты по снижению, если температура человека, грубо говоря, то и отапливать надо меньше энергии тратить. А энергию откуда мы берем? Из еды. А раз корректоры энергию дают, то и питаться нужно меньше. Отзывов таких полно, но это было просто, люди замечали. А теперь мы можем четко говорить, попробуйте каждый день кушать вдвое меньше и посмотрите, какой будет результат. Вот давайте все, сколько у нас участников? 200, хорошо. 200 хорошо. Тем более пост, кто на посту. Попробуйте. Взяли покушать и половину отделили, съели. Половину в следующий раз. И посмотрите, что будет. Так. Достаточно. Вот это у нас была живая вода. Теперь тот же самый тест делаем. Живую водичку отпили немножко. Живой водой воздействие, Людмила, сейчас было. Водичку отпили и сравнили с необработанной. Отлично. Слушайте, какие у вас интересные телеконференции. Просто душа радуется. Так и было время, когда магазины открывались в 11. Галина, не повторите мертвую. Повторить мертвую? А зачем повторить мертвую? Я же уже с ней поработал. И вот теперь идет исцеление. Да, анекдот времен социализма. Когда магазины открывались в 11, стоит огромная. Сейчас будет исцеление. Нет, подождите. Я что, запутался? Так, какой еще не было? Ага, все, перепутал, бывает.
Сейчас у нас будет антибиотик. Так вот, стоит огромная очередь за водкой, огромная. И первый же мужик, когда открылась, покупает чекушку и, не сходя с места, зубами срывает пробку и начинает тут же пить. А женщина, которая за ним толкает его в спину, нетерпеливо говорит: мужчина, мужчина, какая водка, какая водка? Ну, имею в виду теплая, холодная. Он чекушку допивает и говорит ей: вкусная. Вкусная. То есть вода вкусная. Итак, природный антибиотик. Вот, делаем по центру, видите? И обрабатываем. Вот ваша третья емкость. Отлично. Если у кого-то бутылочка или разовый стаканчик, я рекомендую делать следующее. Смотрите, вот так вот немножечко сжимать пальчиками. Это приводит воду в движение, видите, уровень поднимается. А в движении, вы знаете, обрабатывается гораздо быстрее. Гораздо быстрее. И сейчас, Мила, каждый раз я говорю, мне тоже это интересно. Итак, вот сейчас мы закончим с этой водой, и вам всем нужно выпить еще водички обработанной. Ага, вот Наталья рассказывает. Да. Теперь смотрите, что я вам хочу сказать. Сейчас я вам продемонстрирую. Да, если вы возьмете воды обработанной и соедините с необработанной, она обработает. Коктейль Аксельрода. Такой подарок на встречу. Ну, Галина высказывает точку зрения, что надо не из них, то есть не в них, а из них. Ну да, из них. Итак, смотрите. Мы заканчиваем обработку воды. Можете сравнить все три вкуса, они разные. Теперь мертвую воду держите подальше от продуктов питания. Целебное средство при простудах, при гриппе очень хорошо. То есть это не на каждый день, это только вот по мере необходимости, как лекарство. Но живое. Все, достаточно. Теперь я сейчас буду готовиться к вашему фантастическому омоложению. Все приготовьте зеркало. Все попейте воды, обработанной любым корректором. Вот, спасибо Александру, нас сегодня выручил. И я готовлю девятку, 15-ю, фактор красоты и семерочку. Итак, вот у нас семерочка. Отлично. Вот у нас 15-я.
Так. Только все зеркало приготовьте и воды попейте. И еще, вот смотрите, последняя информация. Если вы намажете водичкой лицо, и сегодня мы попробуем с косточками. То есть намочить водой проблемное место и воздействовать. Так. Так. Так, сейчас я приготовлю. Ну, собственно, давайте начинаем. Да будут желания, будут. Ну как же ж вас без желания? Ольга, вот про диски не пробовали? Можете попробовать. Но я проще водичкой. Водичка всегда под рукой, а диски не всегда. Итак, начали. Вот сколько вам? 5 минуточек давайте. Семерочкой и 15. А потом через 10 минут. Можете на меня посмотреть сейчас и через 10 минут. Итак, мы продолжаем. Значит, поскольку у нас, я надеюсь, есть те, у кого корректоров еще нет, пожалуйста, те, у кого корректоров нет, отзовитесь, напишите, участвует ли сегодня кто-нибудь, у кого еще корректоров нет. Зеркало держать не надо. Зеркало надо... В народе его назвали мертвая вода. А исцеление – это корректор, который называется исцеление. Это разные вещи. Так. Альбин, а что значит фраза «только 7 из названных»? Так. Ага, пошли процессы. Так, поменяем. КФС исцеления – это общее оздоровление организма. Пощипывание. Ага, хорошо. Вот Ольга советует. Информация озеро Съезжи в Самарской области. Оно записано, этот информационный образ, на пластину исцеления.
Ну вот мозоли на рост любой природы помашите десяточкой. Можете домиком на десяточке. Десятки нет, возьмите домиком. Или точнее импульсно-динамически повоздействовать. Слушайте, я уже на себе вижу. Вы видите на себе? Так, ну что, 5 минут прошло. Теперь мы берем 15-ю, то есть не 15-ю, девяточку и фактор красоты. Так. Итак, вот у нас девяточка. И вот у нас фактор красоты. Куда его дела? Вот, фактор красоты. И взмахнул КФС. Так. Ну что, те, у кого нет? Вы видите, как они работают? Приобретайте. Что ждать? Значит, когда будете делать сами, вот смотрите, выходите вот до сюда и до сюда. Вот. Не вот так, как некоторые, а полностью лицо. Так, 5 минут, запоминаем, 13-18. Итак. И оказалось, это я все вот с Ниной Мироновной, о которой вам рассказываю, все это проверял, все эти корректоры. Девятка – это как массаж мышц лица, шеи, области декольте. А вам любой специалист скажет, что красота – это не кожа, а мышцы. Вы понимаете, мышцы. И вот от девяточки идет эффект, как будто массаж лица вам делает профессионал. Причем это же очень серьезные вещи лицо. Там не там нажмешь, и уже проблемы. А здесь идеально. Идеально. И что такое фактор красоты? Там записано информационный образ. Да, после девятки, конечно, зрение улучшается. Там просто прописан поток энергии для глаз. Называется фактор роста эпидермиса. Фактор роста эпидермиса. 1 грамм этого вещества, говорит Сергей Валентинович Кольцов, стоит $2 миллиона. То есть это недавнее открытие, кто с интернетом дружит. Наберите фактор роста эпидермиса, и там много чего про него. То есть в процессе начинаются мощнейшие, в коже начинаются мощнейшие процессы омоложения. Оположения.
Ну, 15, кто не помнит, запускает процесс выработки своих стволовых клеток. А 7, подтяжка, лифтинг, питание и регенерация омоложения. Так. А кто-нибудь почувствовал улучшение зрения сейчас? Значит, видеть. Да. Ну, прекрасный отзыв, прекрасный. Волосы растут. Волосы растут. Отзывы есть. Так, меняем. И, конечно, в идеале надо все тело. В идеале. Поэтому, дамы, хотите, чтобы грудь подтянулась? Вы не лицо перед экраном держите, а приподнимитесь. А кто хочет животик, можете и животик. Значит, Галина, все, кто выходили с нарушением ритма сердца, я давал в руку 9, только воды не забудьте, и улучшалось. Поэтому, естественно, любые проблемы с сердцем – это 9. Но вводить ее надо потихонечку, особенно если у человека уже были проблемы с сердцем, по чуть-чуть. То есть на минутку взяли, а потом просто воду на 9. На следующий день, на 3. А какая-то проблема не уходит, то, скорее всего, в 90% случаев не пьет нужное количество обработанной корректорами воды. Вот если вы мне сейчас напишите, сколько вы весите, сколько вы пьете просто воды, сколько чашек чая или кофе вы пьете каждый день и какой объем этих чашек, я вам тут же и посчитаю. Что же касается седины. Очень много отзывов, я по себе вижу. Вот. Посмотрите в интернете, как я раньше выглядел. Но, я могу дать такой совет. Не мойте волосы тем, где есть хоть какая-то химия. Любовь, пелена на глазах может говорить о том, что от воздействия корректоров катаракту. Валентина, если вы пьете правильное количество воды, то второе, что надо проверить, позвоночник, вы это должны знать. И третье, нет ли психоэнергетических воздействий. А кроме того, вот я начал говорить, вот рекомендация, не мойте голову тем, что содержит химию. А в идеале мыть ее ложечка спиртного, например, коньяку, и желточек. Вот таким вот образом. Так, ну все, уже даже вы превысили. Ну что, красавцы и красавицы, приветствую вас. Значит, Лидия, по поводу родственника. При любых переломах просто приложить корректор уже легче, уже боль уходит. Но если импульсно-динамически воздействовать, вот Владимир правильно пишет, все шампуни химию содержат. Так не мойте шампунями, мойте отварами трав, мойте, я же говорю, желток и ложечка столовая алкоголя любого, ну коньяку, например.
Терли, подержали, смыли. Итак, глаукома, катаракта, какие применять? Если пить воды меньше, чем нужно нашему телу, то отеки возникают. Организм запасает влагу, аллергия на желток, мойте отваром ромашки. Если аллергия на желток. Лучше, конечно, убрать аллергию. И потом, аллергия на желток же, когда его принимают вовнутрь, или на голову тоже. Живут в глазах. И чистый взгляд. Чистый взгляд. Дальше. У родственницы второй инсульт, правая рука и нога не имеет, поражено 70% сосудов ног, какими КФС поможет для реабилитации. Ну, девяточкой. Домик сделайте, или одной девяточкой, импульсодинамически повоздействуйте над головой, над рукой, над ногой. Все, кто приходят после инсульта, у всех результаты. То есть руки, которые не работали, начинают поднимать. С системой Чичагова не знаком. Замена клапана. Значит, смотрите, это серьезные вещи, замена клапана. И людям прописывают разжижающие кровь препараты. Вот как им прописали, так и пить надо. Тут никакой самодеятельности, слышите? Да, долголетие к инсульту очень хорошо. Девяточка, долголетие, да. Поэтому, какие и как. Выполнять 13 правил правильного грамотного использования корректора. Мы об этом поговорим еще сегодня, как правильно грамотно пользоваться. КФС при сахаре в крови. Пользоваться правильно, грамотно. Давайте сразу я это расскажу, потому что сейчас уже посыпятся вопросы, как при такой проблеме, как при такой проблеме, как при такой. Общий принцип работы корректоров, чтобы вы понимали, откуда это все. Огромного количества отзывов. Хана, я отвечу сейчас. Огромного количества отзывов. Дальше. Доклады врачей и общение с автором Сергеем Валентиновичем Кольцовым. Вот эти 13 правил, откуда они взялись. То есть касается ли это злокачественной опухоли яичника? Были отзывы, были. Значит, Валентина Торжок. Медицину корректоры, вы помните, не заменяют. Все, что врачи говорят делать, но добавлять воздействие корректоров. В принципе, все, кто выходил из новеньких с опухолями, да, интересный отзыв. Макс, вот, пожалуйста, на мою почту, вот прямо сейчас, после телеконференции, все это и напишите. Будьте добры. Так вот, опухоли на глазах уменьшаются. Домик на корректоре. Любые зеленые, сиреневые, ну, лучше на 15-й любой домик. Я же говорю, какими. Домик из зеленых на зеленом
Спасибо, Макс. Или домик из сиреневых на 15-й, или на единичке отзывы, в том числе по опухолям есть. Все вот так вот и происходит. Ну, если у кого-то сейчас есть какая-нибудь опухоль из вас, и вы можете ее перед экраном подержать, Ирина, витилиго, вот выходят люди с витилиго, берешь в руку девятку, КФС номер 9, и человек вот так делает и видит, как пятна светлые темнеют, становится кожа нормальной. Прям, только воды не забывайте. Так вот, я повторяю свой вопрос. Если кто-то сейчас мне скажет, марка моторчика, только для вас. Все. Так. Значит, боли рода, еще раз, боли любой природы уходят от импульсно-динамического воздействия. Галина Степановна и Ольга по поводу плоскостопия. Ну, плоскостопие, есть отзывы, просто уходит, если пользоваться. А вот косточки машем десяточкой, а еще лучше на десяточке любой домик. И на глазах уходят, только воду пить. Так. Значит, Ирина Белгород. Если со старого видика моторчик снять, то, как правило, там моторчик со специальным блоком питания. Это не проходит. Вот особенность моторчика, который я написал, он просто от батареи. А если разбирают и достают, там к нему целая плата, и к ней еще, ну, короче, не так все просто. Так. Сахар в крови, я сказал, какая бы ни была проблема или боли, или это, нужно пользоваться правильно, грамотно корректорами. Слышите? Правильно, грамотно. Это 13 правил. Прямо сейчас я их вам и говорю. Что значит слишком быстро? Тут не может быть слишком быстро. Как вращается, так и вращается. А, вы, наверное, помощнее взяли? Ничего страшного. Если нет КФС номер 10, а сильно повреждено колено, берите домик из ваших сиреневых и машите.
Дальше. По фибромиомам куча отзывов. Куча отзывов. Вот, смотрите, идем дальше. Бок, деформирующий артроз. Люди, вот вы как сговорились, это есть такой анекдот, как сговорились. Я же вам всем говорю, если это артроз, если это грибок, если это фибромиома, если сахар в крови, если это же и есть суть корректоров, что им абсолютно все равно, какая проблема. Нужно просто выполнять эти 13 правил. Итак, пункт первый. Обратиться к врачу. Обратиться к врачу. Что это значит? Это значит, что я уже говорил, корректоры медицину не заменяют, они ее дополняют. Дальше идем. Если грыжа на позвоночнике, нужно выполнять 13 правил правильного, грамотного использования корректоров. Послушайте их. Так, все меня слышат? Повторяю, и при грыже позвоночника, и при артрозе, и при грибке на ногтях, и при фибромиоме, и при сахаре в крови, и при боли в области седалищного нерва, и по косточкам на ногах, и после операции по удалению опухоли, и при витилиго, и при ожогах, и при прочих инсультах, и так далее, аллергиях, и так далее, вам нужно выполнять 13 правил. А, кстати, не посмотрели в зеркало, а то мы работали 10 минут 4 корректорами. Ну-ка, пожалуйста, результаты в зеркало все посмотрели? Водичкой мазались, корректорами воздействия получали, пишите. А то это мы так увлеклись на болячке сразу резко. Повторяю, пожалуйста, напишите, кто в зеркало посмотрел, увидели ли вы изменения во внешности и что с кожей лица. Глаза хоть открыты, хоть закрыты. Можно прикладывать, не обязательно махать, просто махать быстрее. Миелинизацией пошел, нужно правильно, грамотно пользоваться. Вот, Елена, напишите мне, пожалуйста, вот, прекрасный отзыв, как будто после процедур шелковистая. Вопрос, напишите мне, сколько в вашем регионе стоит процедуры, после которых кожа именно такая, и подтяжка такая, и бровка поднимается, и глазик поширше. А видно, что морщинки ушли, что подтяжка произошла. Пишите отзывы. Итак, как избавиться от волос на лице, на подбородке у женщин, носить тройку. Вот у меня были отзывы излишние, а волосение уходило от тройки. Да, без зеркала чувствуется, но лучше в зеркальце посмотреть. Вот, светлее, меньше морщин. Ну, Валентина, кожа стянула, это и есть подтяжка, это хорошо. Итак, двигаемся дальше. Значит, смотрите, здоровое поколение, когда он лежит, спит, просто вот рядышком там под тело, под голову. Это я про своего рассказываю и вам советую. А если ходит, у него на груди в мешочке на веревочке корректор. Здоровое поколение на пузе.
Если простужен, 13. Вот я почему вас просил, чтобы вы все видели, что это не только с вами происходит. Ачинск Елена. Какая бы ни была проблема, 13 правил, в том числе в таком тяжелом случае. И людям объясняйте, никто гарантии не дает, ничего медицинского отменять не надо, но пользоваться надо правильно. Можно и 15-ю, и 16-ю. Вот. Ну, а что? Его не было, хочется задать вопрос, но я вам скажу, не знаю. Позвоните в офис, вам ответят. Четверка от мужских, простатитов аденом. Но если, к примеру, да, там уже все вырезали, уже не на что воздействовать, то можем вместо троечки, например, ту же самую пятерочку, к примеру. Дальше идем. И продолжаю я. При любой проблеме со здоровьем должны быть зеленые. Это мы говорим про пункт номер 2, полный комплект. Женщинам женский оберег, мужчинам мужской оберег. Деткам здоровое поколение вообще с рождения можно. Людмила, я рассказываю, какие корректоры и как применять, какая бы ни была проблема, например, кокс-артроз. Вы слушайте. Итак, второй пункт, полный комплект. Женщинам поколения. Кроме того, в каждой семье должен быть полный комплект сиреневых. Что такое полный комплект сиреневых? Это 14, 15, 16 пластина, если нет какой-то конкретной проблемы со здоровьем. Если же какая-то конкретная проблема со здоровьем есть, то вместо 15 омолаживающей мы берем тот корректор, который соответствует проблеме. То есть, если проблемы с сердцем, давление, аритмия и прочее, прочее. Если проблемы человек, нужен корректор номер 9. Здоровое сердце. Если проблемы с суставами, например, Людмила, кокс-артроз, мы вместо 15 берем десятку, здоровые суставы. И тогда вам нужен полный комплект сиреневых, 10, 14, 16. Юлия Фомина, Ульяновск. Я же говорю, 14, 15, 16 нужны каждому каждый день, если нет проблем. Потому что 14, 16 как раз и защищает от психоэнергетических воздействий. В частности, от вампиров. То есть берете 16-ю, вот как я, и на солнечном сплетении носите. Только начинать ей надо пользоваться постепенно, потихонечку. Да, это интересное наблюдение. Это я, Наталья. Дальше идем. Если в семье трагедия и у кого-то алкоголизм, табакокурение, игромания, наркомания, мы берем 11-ю, здоровый образ жизни. Если проблемы со сном,
мы вместо 15-й омолаживающей берем 12-ю здоровый сон. Если проблемы с памятью, вниманием, или надо, чтобы школьник, студент лучше учился, мы берем 13-ю здоровый интеллект. Также на ней же, на 13-й, прописаны потоки энергии, помогающие при беспокойстве. Кстати, мне Наталья Колганова навеяла очень хорошую мысль. В конце, а можете и сейчас, померяйте все еще раз свою температуру и посмотрите, после мощного воздействия корректоров изменилось что-нибудь или нет. Вот у нее снизилось. Вообще я всех поздравляю. Вы даже не представляете, насколько это революционный прорыв, то, что мы с вами сегодня определили. Что у людей, которые корректорами пользуются, меняется энергетика, и вот так явно идет омоложение и продление жизни. Это мы в течение дня попользоваться. Например, прокачку ими сделать или подержать, поносить. Потому что они в паре идеально, идеально убирают психоэнергетические воздействия, порчи, сглазы, сущности, энергетический вампиризм, родовые проклятия и так далее. Значит, 15-ю вы можете носить постоянно, а 14-16 пользоваться время от времени, но каждый день. Вот и у Валентины идет снижение. Это мы получили энергию. Вы понимаете, что это вообще революция в омоложении? Люди, как-то вы без энтузиазма. Ну, Валентина, это зависит от термометра. Вот я для ребенка купил, потому что ему трудно было убедить посидеть спокойно. А термометр я купил такой. Приложил, и вот так раз, и два, и три, и все. И уже температура видна. Есть где минуту держат электронные, есть где побольше ртутные. Отлично. Вот видите, как интересно. Вот что такое энергия корректора, вы понимаете? Все. Все участвуем в недельном эксперименте, то есть шестидневном. Да, ртутный подольше надо держать. Все участвуем в Отлично. Отлично. Слушайте, у меня огромная просьба ко всем. Огромная просьба ко всем, и это очень серьезная просьба. Вот вам почта. Так.
Это у меня ко всем вот такая будет личная просьба. Чтобы была у нас с вами обратная связь. Так, сохранимся. Да, в том-то и дело. Да, совершенно правильно, Елена. Можно одновременно носить синий и фиолетовый? Можно. Можно. Абсолютно точно можно. Лично я ношу. И этот миф возник, ну сейчас даже вдаваться в подробности не буду, точно можно. Так. Нина Белград, надеюсь. Ну да. Да. Так, ну интересно. Видим, да, исправилась. Ну вот, Анна, у вас идет мощная подтяжка. Значит, что касается слова «благодарю», это усиливает работу корректоров, поскольку запускает работу их на духовном плане. Можете не произносить, можете произносить. Лучше, конечно, произносить. Ну, интересное замечание у Павла. У мужчин поднимается, у женщин опускается. Заставляет задуматься, что вы имели в виду. А в самом деле, что вы имели в виду? Ирина, да выложит кто-нибудь телеконференцию в интернете, а я там все это читал. Найдете. Вы не волнуйтесь. Так, люди, собственно, да. Нам осталось 12 минут. Я вам сейчас темп. Конечно, темп. У мужчин поднимается темп. Температура, господи. Температура? Ну, не знаю. По-разному. Угу. Итак, собственно, желание. Да, есть же новенький. Новенький. Быстренько берите бумажку, пишите на ней фамилия, имя, отчество, дату рождения и пишите, что бы вы хотели, чтобы у вас было в жизни, но пишите так, как будто это уже произошло. Как будто это уже произошло. В течение месяца удвоились. Или такое-то фамилия, отчество вернул мне долг столько-то. Или такого-то числа состоялся суд, который принял решение в мою пользу. Или то, что спрашивали, безвинно осужденный, фамилия, имя, отчество, выпущен и так далее. Оля, очень много отзывов по онкологии, очень много. Почитайте доклады врачей-онкологов на 2, 3, 4 конференции про корректоры. У меня отзывов немерено, поэтому надежда есть. Можно писать на сестру, только писать надо так. Вы сверху пишете свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, а дальше замуж выходят, пишут, только писать надо не просто в течение там 3 месяцев я вышла замуж,
А писать надо за любимого, любящего, ну и поподробнее, там 2-метрового ростового, голубоглазого блондина с дачей на море и Лексусом, например. И самое важное в этой технологии, после того, как вы сейчас все это запустите, делать действия, направленные на выполнение. То есть, если вы пишете, что в течение 2 месяцев я достигла уровня в компании Центр Регион серебряный директор, вам надо приводить людей на презентации, проводить их, встречаться, звонить и так далее. То есть, действия делать надо. Понятно? Ну, давайте пока мы... Четыре вращающихся успеха. Не успеха, извините, 4 вращающихся золотые пирамиды. Это феноменально, конечно. Вот, видно 14-й. Вы видите или нет? Видно 14-е, да. Вот это они еще не крутятся. Это они еще не крутятся. Вот так бы их вам показал. Значит, мы сейчас будем делать первую часть, которая называется очищение и запуск. То есть вам нужно будет взять желание, стаканчик с водичкой и к экрану приложить желание и водичку. И 3 минутки подержать. Ну, Светлана, если температура поднялась, это означает, что температура поднялась. У всех же по-разному. Повторяю, вам нужно будет взять ваше желание, бумажку, записанным желанием, приложить к экрану, а за ним стакан с водой подержать. А можете не прикладывать к экрану, держать перед экраном, но сначала записка, а за ней вода. Понятно? За ней. Пункт номер 4. В каком порядке чередовать? В паспорте написано, в первой половине дня единичка, во второй половине дня двоечка, на ночь женщины тройка, мужчина четверка, но, о чем говорит 4-й пункт, порядок можно менять. Если вы днем ходите, засыпаете или ночью ложитесь спать не можете, меняйте их спокойно местами. Пункт номер 5. Куда прикладывать, где импульсно-динамически воздействовать, помахивать, то есть не помахивать, а импульсно-динамически воздействовать все-таки, да, махать, и где носить, куда на ночь класть. Где проблема? Вот если опухоль внизу справа, значит внизу справа и носим. Шея болит к шее, голова к голове, колено к колену, пятка к пятке, живот к животу. Грыжа позвоночника к грыже позвоночника. И там же импульсно-динамически воздействуем. Требуем напоследок сеанса «Фактор красоты и исцеления». Павел, вы мне сейчас напомнили, я одно время всем показывал вырезанное из газеты объявление. Интим не предлагать, а требовать. Значит, купюру тоже можете завернуть в бумажку, вдвое бумажку сложить и вовнутрь купюру. Значит, если вы пишете про деньги, мои доходы удвоились, да, там за 2-3 месяца или за месяц, можете, а можете и без этого желания вложить купюру вовнутрь. Вовнутрь. Значит, что делать с постулатом, да, лист с желаниями? Ну, уже вам нужно будет сделать вторую часть, то есть взять те корректоры, что у вас
такое вот расстояние. 20-25 сантиметров. Вот. Вокруг. И 20 минут. У нас тут очень мощная, достаточно 3. Вам дома 20. И потом вторую воду выпить. Эту я вылью, а вторую выпить. То есть первую воду вам нужно будет вылить, то, что сейчас мы сделаем. Обязательно в унитазы воду спустить. Я так увлекся, что чуть не выпил из бутылки, а меня за это критиковали в свое время. Поэтому я теперь пью из стаканчика. Видите, из стаканчика. Вы ставите записку, а потом воду. Не перепутайте. Вперед. Поехали. В унитаз и спустить. Вылить, вылить, вылить. Все, молодцы. Так, вам воду вылить. Вы слышите? Вам воду вылить. Это я пью свою воду, поскольку я все время пью. И это правильно. Ну, смотрите, уже 2 часа. Практически все, что сегодня хотел сказать, я сказал. Что не успели. В субботу в 12 часов телеконференция.
Я благодарю вас всех. И вокруг, сколько есть корректоров вокруг, на них можете свечки, только в подсвечниках. И еще 20 минут. То есть корректоры, записка, вода. 20 минут прошло, и вот эту воду выпили. Все можно, все можно. Дело не в количестве. Тут сколько бы ни было воды, все оно работает. Итак, повторяю просьбу, пришлите да, да. Все, счастливо.